Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня очень необычная работа. Я предлагаю из двух палантинов связать кардиган. У нас первый палантин готов. Как его вязать, мы знаем. Мы связали палантин, сшили с двух сторон и получили шрак. На фотографии это есть. Теперь верхнюю часть мы оставляем как есть. Вяжем еще один палантин. И пришиваем со стороны спинки и со стороны переда. И оставляем вырез горловины. И получаем вот такой интересный, необычный. Предлагаю посмотреть на фотографиях в Одноклассниках и ВКонтакте, что получится из двух палантинов. Вот. А пока смотрите видео, я покажу, как будем сшивать и как это смотрится на кукле. Предлагаю посмотреть. А если идея понравится, то и связать. Обязательно пишите в комментариях, как вам идея. Идея не моя, я увидела это у турецкой мастерицы, мне очень понравилась идея. Я решила немножко другим узором, правда, но идея вот такая, мне показалась интересна для нас. Я ее повторила. Подписывайтесь на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Telegram и будем вязать вместе. Я связала палантин, мы с вами его видели. Вот такая красота получается. Все здорово, красиво. Теперь задача сшить. Если мы его сшиваем, оставляем для спинки, а рукавчик с одной стороны и с другой стороны сшиваем. Так как у меня стол маленький, показать мне сложно, что я задумала. Я хочу показать на кукле. Я связала вот такой длины. Подкладываем нашу куклу. Длины шрак. Вот мы с вами вязали палантин. Если вот так вот сложить и рукава сшить, вот они у нас рукава, вот, то получится шрак. Наша задача сшить рукава. Рукава мы сошьем. Потом еще один, но уже пошире палантин я связала тоже. И наша задача этот палантин пришить к рукавам. Сначала мы пришиваем рукава, идем дальше. Итак, я сшила наш палантинчик, вот у меня рукава, я сшила, одела на куклу, это получился у нас шрак. Вот что такое? Это на спинке такая накидочка, как болеро, но с рукавами. Вот. Теперь берем второе полотно палантина, которое чуть-чуть шире. И вот оно у нас по центру, да? На спинке сшиваем. Впереди сшиваем вот таким образом, вот так. С одной стороны и с другой стороны. Вот. И у нас получается такой. Вот так сшиваем здесь и сшиваем здесь. Вот. И на спинке сшиваем. То есть полностью, где у нас проходит палантин, мы весь его сшиваем. И получаем такой симпатичный, необычный кардиган из двух палантинов. Теперь переходим на большую часть. Вот палантин, который был поуже, я сшила рукава. Вот они у меня. Вот они рукава. Сшила с одной стороны, с другой. И ровно по центру приколола палантин, который у меня был по своему объему, я его вязала чуть-чуть подлиннее и пошире. Вот. Я приколола со стороны спинки. Надо будет прошить со стороны спинки. Вот. Потом прошиваем, оставляем на горловину, на вырез, да? Оставляем какое-то определенное количество. То есть мы сшиваем вот так где-то по всему периметру. Удобнее все обколоть маркерами и потом прошить. И у нас будет интересный кардиган из двух палантинов готов. Фотографии можно будет посмотреть в Одноклассниках и ВКонтакте со всех сторон. В Телеграм-канале.
На Яндексе только обложка, которая получится сзади, может быть, и сбоку. Я покажу. Здесь у меня, видите, камера такая небольшая и очень сложно конструировать и показывать на ней то, что получилось. Но идея такая. Связываем первый палантин, вяжем второй палантин, рукава сшиваем. Для того, чтобы знать, какую длину надо шить, сначала маркером поставили маркер с одной стороны палантина и с другой. Померили, чтобы спинка хорошо на вас сидела. И только потом делаем швы. Верхний палантин сшили в шрак. Нижний палантин прикололи к спинке половинку. Вот ровно половинку к спинке прикололи. А ровно половинку с одной стороны и ровно половинку с другой стороны мы пришиваем по всему периметру того, что у нас образовалось. Могу показать, что у нас получилось или что у меня получилось. Может быть, у всех будет по-разному. Сложить 2 раза. Вот мои 2 рукава. Вот я их сложила. И получается рукав сшитый ровно наполовину. И ровно половину я оставила не сшитой. Вот она у меня. По моим размерам вот так получилось. А так вот она, половиночка. С одной стороны мы прошиваем. И с другой стороны мы также всю спиночку прошиваем. До рукавов доходим, прошиваем. И прошиваем до горловины. Просто сшить с изнаночной стороны. Я вяжу столбиком без накидов обе стороны. И на фотографии вы сможете посмотреть, что у нас получится интересного. Огромное спасибо, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео вам будет интересным. Необычным. На фигурочке смотрится тоже необычно и интересно. Но всегда можно попробовать на маленькой модельке, на внучке, на дочке. А уже потом вязать на себя. Ну и в любом случае палантин лишним не будет. Палантин можно подарить, палантин можно носить. Палантин — это как всегда необходимая вещь в гардеробе. Пусть она у нас будет. Предлагаю связать. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое интересное видео. Оно уже совсем скоро. Что у нас получается? Верхний палантинчик готов был. Я пришила только нижний. Вот такой у нас шов получается. Вот он. Все на самом деле достаточно симпатично смотрится. Просто ровный палантин пришиваем. И вот он шов, получается, немножечко кверху уходит. И вот такой U-образный вырез у палантина. Все. Либо мы какую-то застежку, либо поясочек, либо носим так. Ну вот такая идея у нас есть. Можно немножко подвернуть воротничок, чтобы это было удобнее для ношения. И абсолютно любым прямым узором можно связать. Не обязательно таким, как я вязала. Но и он тоже неплохой. Достаточно симпатичный узорчик. И у нас вот такая обновочка готова. 2 палантина сшили. Вот. И вот такая красота. На моем рабочем столе не получается у меня показать большой палантин. Можно будет увидеть только на фотографиях. А вот так вот я хотела показать именно принцип, как он должен получиться. Надеюсь, все получилось и понравилось. Обязательно пишите в комментариях, как вам идея. Итак, я сшила наш палантинчик. Вот у меня рукава, я сшила, одела на куклу. Это получился у нас шрак. Вот что такое? Это на спинке такая накидочка, как болеро, но с рукавами. Вот. Теперь берем второе полотно палантина, которое чуть-чуть шире. И вот оно у нас по центру, да? На спинке сшиваем. Впереди сшиваем вот таким образом, вот так. С одной стороны
и с другой стороны. Вот. И у нас получается такой, вот так сшиваем здесь и сшиваем здесь. Вот. И на спинке сшиваем. То есть полностью, где у нас проходит палантин, мы весь его сшиваем. И получаем такой симпатичный, необычный кардиган из 2 палантинов.